Всем привет! Сегодня наконец-то покажу вам, как изменился наш сад, а также расскажу об одной интересной традиции, которая до сих пор сохранилась в некоторых префектурах Японии. Но для начала давайте посмотрим, каким был этот сад, когда мы только купили дом. В некоторых префектурах Японии до сих пор проводят раз в год коллективные уборки, которые называются исэй-сейсо. Это что-то вроде субботника, правда, он обычно в воскресенье, то есть, видимо, воскресенник. Ну ладно. В общем, все выходят убирать улицы рядом с их домом, и обычно нам еще выдают один пакетик бесплатный, которого ни черта не хватает. 2 года тому назад я так и не показала вам задний двор, так что сегодня распаковка. Если что, это его боковая часть. Здесь была куча зарослей, куча мусора. Мы все это максимально убрали. Но, конечно же, этот склон требует еще очень большой работы. Как я говорила, я хочу сделать ярусы и сделать полноценный сад. Но это будет в дальнейшем. Этот ливневый сток называется сокко. И он есть по периметру всех домов в Японии, а также всех дорог. И его надо всегда тщательно убирать, что сейчас и будем делать. 70 лет тому назад это был главный вход в дом, потому как был только один этаж. Это, если помните, дверь, которая находилась рядом с ванной комнатой, и мы ее заделали. Раньше в этом месте было огромное дерево, которое доставало до проводов, и, к сожалению, нам пришлось его спилить. Я покажу в конце видео маленький отрывок. В идеале это место можно использовать для парковки машины, но сюда очень сложно заехать, так что пока здесь хранится новый контент для видео. У нас также есть дополнительное парковочное место, правда, мы им не пользуемся, потому что туда тоже тяжело заехать из-за того, что очень узкая дорожка, и нет возможности полноценно развернуться. Тут у нас шикарный куст гортензий, а также калитка, которой пользуются коммунальные услуги, чтобы менять газ или смотреть показания счетчика. Напоминаю, это сад до начала ежегодной уборки. В первый день Хиро мне помог немного, а потом я уже убирала это сама еще 2 дня. Ужас. Я очень надеюсь, что, возможно, в этом году мы начнем делать здесь ярусы. После того, как мы убрали отсюда все заросли, мы нашли очень интересные растения, которые безумно меня порадовали. Правда, от некоторых пришлось все-таки избавиться, так как они сильно болели или были съедены насекомыми. Ну, увы. Юзу проверяет, как идет работа. Итак, спустя 3 дня уборки в саду приглашаю вас на экскурсию. Здесь мы можем видеть 3 прекрасных куста камелии, которые называются цубаки. Зеленый лук сажал Хиро. Также вишня, которую я купила маленькой, и вон какая выросла уже. Под зарослями оказалось много цветов, такие как ирисы и нарциссы, так что меня это очень радует. Также мы сажали картошку и даже уже собрали урожай. Здесь у нас еще один куст гортензии и куст камелии, только это другой вид, это сазанка. Это у нас куст лаврового листа. А также это дерево оказалось не сакура, а японская слива уме. И очень много дает плодов. Минутка боли. Я посадила новые цветочки. Вот здесь. А еще здесь были паучьи лилии или хиганбана. Но Хиро их повырывал и потоптался по ним. Так что их больше нету. Так, дальше я выращиваю здесь спаржу. Вот эти вот зеленые кустики, похожие на укроп. Но пока еще рано. Это кальраби и помидорчики черри. Вот эти зеленые кустики, это у нас японское растение кокия.
и осенью оно становится ярко-красным. Что это за цветочки, я честно не помню, мне их дала соседка от комаров якобы. Эти розовые цветочки называются надесико, я их очень люблю. Тут у нас еще один куст гортензий от прежних хозяев. Кстати, да, дорожки я здесь еще не доубирала, но потом доубирала, конечно. И вот, смотрите, уже красненькие помидорчики черри. Скоро будем собирать. Задний двор после уборки. Как видите, все пришло в более-менее порядок. Тут у нас кустик сансё. Это японская пряность. Это дальний родственник китайского сычуанского перца. А еще на следующий день мы здесь посадили немножко цветочков. Ну и, конечно же, шикарный урожай молодой картошки. И в заключении наша веранда, с которой мы наслаждаемся прекрасным видом на сакуру. Всем большое спасибо за внимание. Поддержите меня лайком и подпиской. Спасибо. Не забудьте дождаться конца. Дерева было намного больше, но это все, что успела снять.